Это Шевцов Плей, и меня зовут Денис Шевцов. Я продолжаю проходить игру Зайчик. Я вздохнул и остановился, уставившись на провожатого. На Алису, в нее неизменные маски лисы. Девочка нежно придержала меня за локоть. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял, потому что зазевался. Я щурился недоверчиво. И давно ты за нами идешь? Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За вами. Я одураченный и повертелся, но не нашел ни Ромку, ни Бяшу. И вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье. Пойдем же. Угу. Мы собирались искать Вову. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов и кофе и педарт обволакивало. Я ощущал себя маленьким мальчиком, который ведут неизвестность. Впереди темнели стволы деревьев, грозно шетнились, ледяные кусты дикобразы. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Я окаменел. Коснулся краешка глаза, оттягивал века. И как бы настроение зрение, Металлический гараж вырастал прямо из валежника. Тяжелый, громоздкий. Такой невозможно без труда перевести с места на место. Стены окрашены черным, черное окружение тьмы. Лиса принюхалась и показалось, ее маска сморщилась от омерзения. Это здесь. Встревоженный голос спутницы напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железная коробка. Здесь? Я слышу его запах. Может, Вова играет с нами в прятки, и он решил спрятаться. Так, может... Внутри. Мне казалось, что от постройки отделялось демонические щупальца и что-то рыжуч в первой листве. Они стелились то по снежному одеялу, подбиралась к нашим ногам. И какой-то жуткий металлический скрежет доносится из-за огромных черных ворот. Кто-то или что-то явно ждало нас внутри. Постучать. Наверное, со стороны моей дерганые дерганые напоминало пластику марионетки,
танцующих на нитях кукловода. Я приблизился к гаражу и затянул дыхание. И постучал костяшками листовому железу. Тук-тук, блин. Тут же опасливо отскочил. На мгновение показалось, как за стенками гаража что-то мученно завывало. Послышалось, зазвенело ржавеющие мясные крюки на толстых металлических цепях. И что? То громоздкое отвернул сон. Повезло отвернуть черные ворота. Ничего не происходит. Ничего не происходило. Вот так. А это кто там такой? Сердце бухатило в груди. Ничего. Тук-тук-тук. Опасливо. Ой, Беги трусливо, поболел голос во голове. С как я рвнул и кашляю тенами ночи. Изману ствол листвицы, уверенный, что Алиса бежит рядом. Минут спустя я обнаружил, что девочка пропала. Лес бормотал свои древними молитвами. Скрипел, стикал, шуршал. Я замер. Не знаю, сколько прошло время, прежде чем я понял, что почти в полной темноте в кольце высмеивающих высить стволов. Ой, блин. И все вокруг шевелилось и дрожало, ушли закладывало от шороха и шелеста. Кроны таяли космические чернота. Кусты становились пустыми клетками, чья обители вдруг вышли на волю. Казалось, что вот, как частая лапа выпростывается из мрака, и схватить мое одерживающее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! Меня искали как кого-то. Попавшего мальчика? Глаза защипело вступившими слезами, тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Крик, зазвучал громче, и в мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Одно из деревьев двинулось вперед, блин. Это был не Ромка, не Бяша. Кто-то взрослый, высокий, длинными руками. Позади него крались тени, напоминали собак, но эти существа были немного крупнее жульки.
Лис больше не таился, не прятался, но ложными образами. Замер, будто олень нашпилишный на лучи приближающегося автомобиля и чужащего уставился на меня. В сумерках без очков я видел только слишком мало, но увиденного захватывать лихвой, чтобы остолбнеть от ужаса. Резкий запах зверной молчи и мокрой шерсть окутала поляну, когда жуткая прогрессия в голове гигантом направилась ко мне. От страха подкосился ноги и упал в колени в снег, словно бы молчал в этой фигуре деревьями в темноте. Я не смел поднять глаз, и когда подошел, накрыл меня смардон на миг, почувствовал, что ноги его подрос серую шерсть. Я зажмурился так сильно, что на внутренней стороне век заплясали красные круги. Лишь бы не увидеть всего этого. Зато я чудесно услышал. Его дыхание наждачной бумагой царапали уши. Хриплое глубокое рычание. Я вынудил из памяти бабушкин заговор. Мертвый к мертвым, живой к живому, мертвый к... Ответил были рычание и вонь. Слова не защищали от когтей и клинков, я был бесполезен. И тут И тут неподалеку послышался знакомый ласковый голосок. Ну же, скорей! Попробуй его на вкус! Не надо! Что-то горячее пробежало по горлу, как веревка мясистая и липкая. Язык. Я же говорила, хозяин! Это наш зайчик. Позаботься о нем. В узкой бойнице приподнятых век за дрожащими пальцами я увидел грозную фигуру, нависшую надо мной. Вкушал запах обсаны компотных ям и мха. Передо мной величало и жутко возмущал рогатый зверь. Позе сквозила будоражащая чувственность. Рога подпирали тучи, а вытащенные бельма выпавались крючачами, и мои готовые лопнуть от ужаса глаза. Руки были полными даром. Конфеты выпадали на снег, пересыпались пёрстыми фантиками, серебристыми упаковкой, шоколадным батончиком, чупа-чупс, толкнули меня в сугроб пластиковой палочкой. К моим ногам посыпались конфеты, блин.
Стукнулся от лед. Игрушечный автомат, парализованный страхом, вспомнил, что у пропавшего Вовы было точно так же. Рядом упала кукла, попадалась граду металлическая юла, плюшевый медведь, все обрезан носом, жужжащий кашель без пропеллера, оловянный саладин, знаменуец, пожарная машина с кукурузник, Игрушек не были перепачканы и в крови, но воображение дорисовало бахровыми пятками потеки и кляксы. Эти сокровища принадлежавшие безвестным детям, ложились рвотая тень чудовища. Косматые руки выдумали откуда-то из темноты, преследовало меня из обрезанную зайца. Грубо нацепила меня на лицо. Тень извернула вокруг медленного границона, встали на здание лапы. Тут же свет ударил мне по лицу, расколов пополам фигуре монстра. Я насмелонил, заслонился пятерной. Луч фонаря сквозь вниз. Антон! Вот ты где. Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? Он не имел глядев на папу туда, где секунду назад громоздился чудовище. Мрак утекал в поляну, но игрушек и конфет темнели на снегу. А если набраться сил и пойти к кустам, ну наверняка там будет отпечатки лап. Язык проглотил? Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес, в самую чащу и... Что это за дрянь ты напялил? Я стянул маску и воспревшего лица и бросил ее к остальным игрушкам. В дебрях захрустели ветки. С неданным ужасом я привинул к
к отцу, он степнул, он встряхнулся, изучая чабу. Блин, и сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу и все еще ледяная от ужаса. Леденящий ужас, блин. Схватил его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрее. Блин, пульс, блин. Поднялся и початывался побрел папой по его едва различными следами. Назад к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Угу. Ни единого намека, где я тебя нашел. Угу. Да, пап. Он держал меня за руки, словно что-то очень ценное, и все рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного страх. Их страх был благодарным и чистым бриллиантовым, а я кивал и послушно перебивал ногами. И вдруг где-то из-за спины я вновь услышал знакомый голос. Помни, пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Машина двинулась по направлению к дому. Гараж. Отлично, гараж. Припав к стеклу и различил среди елей приземленную постройку хибару черную самой черной ночи. Гараж хоронивший в чашобе металлический склеп, блин. Он словно шел за нами по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. И я сколкнул по речи. Блин. Читать, блин. А белые снежинки все парили в темноте. Парили. В темноте. Ну, все правильно почитал. А вот и мы. Мама спускалась по лестнице, вцепилась в отца фирменным взглядом. На нее заставила грозная эмоция, настигла гнева и презрение, блин. Внезапно ее в позор упал на меня. Опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла едовая пауза. Весь в тебя. Отец сердито смеял маму взгляду, а затем заговорщики
подмигнул мне напоминание о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. Родители некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из каждых молчаний побел по своим делам подальше друг от друга. Я еще не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! В меня словно дроби пальнули. Он не мел, я лишь зашевелил губами. О, со звону разбили вдребезги чашка. Зато мама уступила ее из рук. Лицо было бледным, она растерянно уставилась на осколки. Эта короткая вдали секунды пауза длилась в вечность. А потом мама до той сказала: То сова, то лиса. Когда ж тебе надоест? Правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Угу. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса убежала. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Если понадобится, я был готов трясти сестру как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла из коридора и удивительно посмотрела на меня. И я оступился. Ну, лиса ведь укусить может. Меня вспомнил детские сказки, которых лисы воровали детей. Представил свою Алису, вольную хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу с дрожащими мешком в обнинку. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Только она была взаправду. Видишь? Мама устало улыбнулась и словно все объяснила. Я тоже выдал из себя улыбку. Жалкую тонкий кусочек мила перед тем, как оконченно растает в руках. Но останешься на оставшихся надеяние сестрой я шепнул. Еще раз увидишь ее, беги. Мысли о лесном чудовище атаковали, бомбардировали меня, будто дождь из конфет и игрушек. Передо мной стояла простающая шерстью фигура, распрямущая на фоне стволов. Кто он? Что случилось в лесу? Что со мной происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины и запил их водой. И хватит сходить с ума, пожалуйста, хватит. Я какой-то как уяснился, усел за математику, но задачи не желали решаться. Цифры, тетради,
курыкались, перемешались, то кружились танцы, но прыгали за поля. От всей той чехарды голова стояла тяжелая и так норовка вела упасть в числовую и взясь, векам словно под веселье манки гири, те, что кладут на весы в продуктовом магазине. Ой, стояло сдаться и вздохнуть, запахнуть тетрадь, вспомнили прожитом дне, суматошном перед глазами. Вот и снова посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых одноклассников, в портретах строгая, торжественная поза классной руководителя Лилии Павловны. А за тем углом ждет, не дождется ее ненаглядная дочь Катя. Я беда, сплетница. Эй, новенький, новенький. Чего тебе, Кать? Она качается на носочках, спрятав за спиной руку, фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? Может, она сказала бы правду Полине. Но Катька продаст мою правду на рынке за 3 копейки, но же самую распечатает мои мысли на принтере и повесит рядом с фотографией Вовы, чтобы ее читали. И снова обратилась к звучанию ответа. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Но Катька даже не думала слушать, метнулась наверстывать подружек, шепетала, коясь на меня хихикала. Да, конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Неправда! Ты все врешь! А слышали, как он бабулина просто так стукнул? Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! И будто этого мало. Ходят слухи, что он спутался с ворюгами из шайки Ромки Пятифана. Ой, девочки, сумки проверяйте. Того и гляди, в гардеробе вещи начнут пропадать. Будем знать, это Петров с дружками постарался. Да-да-да. Замолчи! Заткнись! Вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки какие широкие. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками пичкает. Я замер в смятении, бесшумно попытаться понять, откуда она знает про лекарства и что пугало. Сильно вдруг в ее болтовне кроется ужасная правда. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Да-да.
Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простак ей верит. Нет, ну вы представляете? И тут посреди ухмыляющей толпы я поймал единственный сочувственный взгляд. Это правда, Антон? Нет? Неужели действительно тебе не здоровится? Полина, послушай меня. Как же? Не слушай этого болтуна, Полиночка. Ты еще не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. На Алису. Полина согнула, будто ее пнула в живот, а потом залилась слезами и громко, истерично плача рухнула на грязный пол. Почему она, Антон? Почему? Ничего не понимаю, я бросил к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от нее свои лапы, чудовище! Под пеленой страха зрела ярость. Медленно вплыла из клубящего морока. Я почувствовал, как моя верхняя грубая ползет к десным углам зубами. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку. Кулаки стали кувалдами лежать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я опомнился, когда уже кинулся на злобную Катьку. Слетел-таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Эй, блин. Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разделась свистом и гневным рыком. Ученику улетела шесть, снова вверх и все выше и выше под самый попыток. А по толку превратился в огромный черный лес, кишащий оскаленными мордами. Я сажался до пустого комочка, затрялся перед могучими из ритмных я возьми ствола, и не то людей, не то Вот ты и показал свое животное нутро. вот ты. Трус! Угу. Катина лицо было обижено, рожно, идет посмотрим. Почему она? Нет! Чем она лучше меня? Так заливался слезами несчастливая Полина. Он! Животное! Чужак!
донесли пугающие хлопанье крыльев. Два огромных белых уха спустилось откуда-то сверху, и я полный заросли в них. Пожалуйста! Вставай! Я подскочил, чуть не упал из кровати. Оказалось, несколько часов метался по мокрой от пота постели. Олин крик вызвал из щупалец кошмара. Антон! Пожалуйста! Вставай! Вставай! Я не сразу не разделся. Ее силуэт в окна. Голос Оли был глупым после драки, у меня звенело в голове. Звук искажается, будто уши закупорили вату. Всхлипнула я, расстроенная как никогда. Прежде сестренка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Пожалуйста! Пожалуйста. Я боюсь! Ее слова кипятком ошпарили меня в сердце, но, признаться, я почти благодарен сову за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? Так, Мурзилка. Так, Мурзилка. Советский, российский и экономичный детский литературно-художественный журнал. Издателем с 1924 года. Маскотом журнала вступаю недавним желтым сверком в красном берете шартом. В журнале, начинающего свой творческий путь, такие как писатели, как Самуил Маршак и Агатия Барту. Ну, все. Подожди. Я опустил боязные пятки на холодный пол. Пошарился в поисках очков. Вспомнил Семена, его поднял, поступил корично вздох. Антон! Пожалуйста! Пожалуйста! Посмотри! Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделки. Я нащупал переключатель лампы, плюнул ослепляющим светом и встал из кровати. Зрение обмало мне то приближение ко мне, окна одолела я. Стало было размытым пятном впереди. Я сделал осторожный шаг. Оль, что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет, не надо! Там же сова! Голос доносился из моей спины. Обернулся.
Я обернулся и оцепенел. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла заёбенная Оля. С Кем ты разговаривал, братик? Обхватил плечи, она таращилась на меня красным от слез глазами и спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. За окном угрожающе скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. Ой. А то, что выдавало себя за Олю, начала расползаться, менять свои очертания, увеличилась в свете ненасытной луны на пугающих размеров. Что? Подойди ко мне. Голос больше не принадлежал сестре, блин. Тому, кто прячется за шторой, надела превратиться, водить меня за нос. Больную ушибнул себя надежда, что это силуэт у окна, лишь продолжение ночного кошмара. Галлюцинация, блин, проклятого дома, ведь они не кусаются. Фигура высилась, передавала мной дымке. Я услышал громкий вскрик Оли, когда в стену постучали. Она пришла за нами! Стук повторялся, и я отшатнул в глубокой комнаты. И словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы сохранить вот этой жути. Ток-ток, блин. Стучали чем-то острым и железным. Замерчала лампа. Светильник ярко озарила комнату и погасила, как свеча на яростном ветру. Нить накаливала лампу со звоном. Мрак, словно тогда и ждал, хрипнул из углов и смокнулся. От всей вселенной осталось лишь окно. Снаружи светила луна и красила все в цвет костей. Из склепа. В темноте Оля завещала, ткнулась в мою спину и ища защиты. И тут на нас уставилась горящая прожорливых. Чего? Прожорливым огнем глаз. Тук-тук. Нет, оно не пыталось разбить окно, просто играло. Стучало, сводя нас с ума. Стук. Будто гигантские часы мерли отверные нам время. И маятник раскачивал над
бездной. Уходи! Убирайся! Пошла прочь! Он истерично кричал, клещами щипалась меня в руки. Антон? Я с трудом различил два огромных крылья, раскрывающих на черном пятном. Скажи ей, Антон! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести! Никогда! Только пусть она уйдет! Пожалуйста! Лунный свет вдруг... Лунный свет вдруг померк, погрузил комнату в тьму, и свечащий глаз скрылся. Я проглотив застрявший горле ком, будто реперник сглотнул. Шагнул к шторам, завораживающим призывом беззаботного гостя. Не буду! Блескало в окно наполезло на меня. На занавески шуршали. И я попытался, чтобы отвернуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. Ой, и вот в этот момент родители спальни донесли шум. Недолго думая, рывком отделил штору. Никого. Только за стеклом на граните среди птичьих перьев что-то поблескивало. Мои очки. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Вот правда. Неужели это подарок склокочущих ночей? Неужели они их принесла сова, блин. Посмотри во дворе на ту зловещую поляну, зубастый гробовый лес. Ни души намека на поздний визитеров. Старый столб одиноким часом дремал посреди снежной пустыни. Расхохрощи ставни кряхтели. Блин, я так. Теплоизоляция окна шипели, но окно затекали лоскутками ткани, ваты, поверхности закрывали малярным скотчем или смоченными малированной водой. Полоски нарезали газет с проходом пластиковых окон. Эта технология умерла. С трудом открыл окно. Мороз был с мелким иголочками в кожу, зашевелился от сквозняка рисунки на стенах. Дотянулся до очков и уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими. Мозг искал повсюду объяснения, Семен и его банда разыграли меня, вот и все. В кругу света под фонарем
блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, избирался по трубе, под подоконнику, он должен был наследить. Опечатку не было. Я осторожно забрал очки. Никто не охватил мне кисть. Не выделил полный дорожного движения сумрак. Вы почему не спите? От неожиданности я покатнулся и чувствовался Совсем сдурели? Жарко, что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка марш спать к себе в комнату! Остальной... Мама выдержала паузу прожитого меня взглядом, подбирала наказание соразмерному поступку. Ну, махнул рукой и взял за плечо Олю и ушел, бросив напоследок угрюмое: Завтра поговорим. Низкими ударами вогнал раму обратно и в паз повернул шпингалет, натрумив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх, блин. Подрузив очки, изучал свое отражение в оконном стекле. Ни лицо, ни какая-то посмертная маска, как у мальчика из доски объявления. Ведь ночную я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на ее месте. В просвете между детскими языками меня смотрели черное-белое лицо. Внимание! Пропал ребенок. Бабун Семен, ученик 6 В класса, 9 января утром ушел из школы до настоящего времени. Местоположение неизвестно, примерно рост 155-160 сантиметров, глаза серые, волосы рыжие, точно телосложение. Были одеты темные коричневые дубленки, бежевый шарф, черная норковая шапка, собаки Аляска. Всех, кто может сообщить какую-то либо информацию о местоположении Семена, просьба позвонить по телефону. И это был не Вова. Его фото вынесли рядом и узнал щекоскую физиономию, нездоровую кожу. Семен. Фотографию бабули распечатали и поместили под стекло, как в музейном экспонате. Расписание рук. Ну, можно остановиться, конечно. Эпизод 3. Дибром волчья шерсть. Дибром волчья шерсть. Вроде правильно прочитал. Так, могу тут остановиться, конечно.
Ну, ладно, если... Ладно, сейчас... На этот, который бабуль ненавидел. Думаешь, это он сделал? Я слышала за странностями. В ушах звучал крик Ромки, который он с Бяшей наступали удирающего Семена. Горло тебе перережу, слышишь? Неужели Ромка грозил его всерьез? Нагнать бывшего приятеля в чаще и что? Убить просто так? Мне в голове не укладывалось. Я судорожно потер стекло очков. Очки? Их сжимал в кулаке, блин. Семен уворачивался от затершин своих дружков. Теперь бывших. А уже через несколько часов лежала на границе. Словно представь, что Сёма вдруг засветился и вернул мне очки таким странным образом. Шокированный я шел по классу под гадкие шепотки. А перед глазами все стояла фотография. Сёма пропал, Сёма нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего горла, его перчатки не врежутся в мою скулу, и он больше не унит меня и не оскорбит. Не такой ли я не жил? Не такой я не жил. Блин, как? Этого ли я желал? С другой стороны, разве мне правда хотелось, чтобы Сёма стал мутным пятном на доске объявления? Чей то сын, чей то внук, над который измывался так же, как надо мной. Хотели я, чтобы незримый соратник разобрался с ними так жестоко. Я не знал ответа или боялся его. И все же в школе было все хорошее. Полина девочка скрипкой. Она была похожа на горный ручей колодезную воду, которую пьешь, прихватит губами цинковым ободком ведра и не можешь напиться. Что если нарисовать историю с ней, участие, будто герой спасать ее от ужасных чудовищ? Едва подумал про монстров. Парочка одноклассников ехала по перелам, скатили, словно инопланетяне из фильма «Чужие». И чистили боязни немедленную осторожность внутри. Попадались разве Ромка и Бяша после вечернего. Не было младшего желания, особенно из внезапного исчезновения Семена. Войти в класс, прошел последний класс. В тишине поэтому одноклассники резко прихтили. Взгляд буквально пахли на меня, трогали, исследовали.
скнул кулаками, уставился на свою парту или до потолка, завивая стопками библиотечных учебников. Словно я пропал в том снежном лесу, и теперь мое место наконец сходилось до чего действительно нужного. Впереди стоял стул Семёна, где-то вдруг в классе выпался точно такой же стул, покинутый Вовой. Немного помешкал, я сел за парту Бабурина, куда изначально меня планировал посадить Лилия Павловна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Опять да-да-да, вот это бесит. Это он. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Повернулась к девочке со стороны парты, она с ним поделила, зашушукала, быстро закивала. Я ловил себе взгляд. Взгляни на него. Эти руки, эти глаза. Маньяк. Поверь. Да, блин. Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали среди крови на моих пальцах. Так хотелось оправдать, закричать: «Вы чего? Я не виновен». Ромка посмотрел как-то тяжело, тревожно. Похоже, как и все был сбит с толку пропажей Семёна, огласил, услышался. Вдруг его взгляд упрямился мне переносицу. Чего казалось, он то вот ткнул в меня пальцем, оглушенным закричит: «Смотрите, очки!» Вчера ставшие бабуль, они вернули к Антону убийцу. Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. Возможно, я схожу с ума, или Ромка что-то знает и не хочет об этом говорить. А может, ему просто все равно, как и всем прочим. Но тут Ромка подозрительно глянул на Катьку и как будто сообща, что она капли ей не вредит. Мне искренне хотелось, чтобы Ромка мне поддержал. Как и Бяша, что развивался не подел. Как это? Не развивался на подалеку, ткнулся в партии под обробком. Но они молчали. Наставили по власти мысли, то парочка может легко меня предать, столкнуться и в пропасть. Как они уже поступили к Семёнам. Словно в поисках защиты до боли сказали в линии. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться. Коломбо. Американский сериал про детектива по отдела расследования убийц Лос-Анджелесской полиции, где-то
Бессмертно снималась актер Питер Фалк. Питер Фалк. Кто на Бабурина зуб имел? Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... О, металлическая линейка выпала из моих рук, ослабевших пальцев, и ее звон заставил детей встряхнуться. Катька осеклась и как-то боязливо сжалась. Закрепил, стуча, одноклассники отвинулись от меня поближе к учительскому месту. И не один уловил перемены. Ромка и Бяша тоже заметили презрительного поморщились. Блин, хорошо, что они явно были за меня. Да прикуси ты. Да, прикуси ты. Бабурин, небось, бабкой посрался и дымился. Скоро найдется. Найдется, ага. Эх ты, блин. Во овраге со вспоротым брюхом. Я сокнул. Я сокло. Я блин, как. Я сокнул. Вообразил Сему на снежном подушке, лицо более как рыбы, брюхо, раскрытое широкой трещиной. Вта падающие хлопья оседает на стеклянный глаз, заполняют горлтань. Ой, блин, видишь, словно говорит он мне презрительного, это все твоя вина. Конечно, Семен, услышав мне свои исчезновения, благодаря ему в заре одноклассники были полны трепота, блин. Ну и было обратной стороны медали. Что если мне скорее придется заплатить за услугу? Дверь скрипнула, в классу вошла Полина. Весь подобравший мне выглядя перед ней затрымным зверьком. Полина нашла меня взглядом, коротко кивнула и села за парту. Поверь, ты мне посмотри на него. Эти глаза. Кому ты веришь? Это Антон. Я тебе 100% говорю. Том. Зазвенел трель звонка, и сообщать начало урока. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается. Лилия Павловна прошла к столу. Из не кабинет вошел милиционер при параде. Тот приходил недавно в наш дом высокий, презрительным взглядом, под которым ты гнеешься, как лоза. Здрасте. Здравствуйте! Садитесь. Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. А я готов был высидеть... Подожди-ка, я готов был высидеть 100 часов русской литературы, лишь бы не терпеть
на себе давящую вы... давящий взор лейтенанта. Карие глаза, напущенные меня среди учеников, волосы в моем затекании зашевелились от ужаса, ледяной кол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Нет. Екатерина, ну-ка цыц. Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Ой, как страшно. Выражение твое. Может, убийца бродит где-то рядом? Самое такое, блин. Может убийца. Или сидит у нас за спиной? Ай, нет. Хитрый лис, взгляд обращения ко мне. Чего? Я правильно писал? Хитрый лис, взгляд обращается ко мне. О, Тихонов шагнул в проход между рядом и немедленно невыносимо медленно пошел касаясь пальцем спинок стульев. Ученики, едва шеи себя сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в Средневековье заваки прекушивали аппликации экзекуцию. Чего? А он вошел, неумолчиво прижался. Я шел за зубы, уже крик. Спокойно дыши. Никто тебя не убивал и не похищал, блин. Заранее ответ Тихонов строго спросил. Петров Антон? Да. Встань, Петров. Мы оконемели. Я оклонился от стула, почти услышал треск уступов. Блин. Хоть бы Полина не обращалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очухался бы сейчас где-то-нибудь далеко в лесу, закричал сугробы, сжаться комочком. Лейтенант глаз словно уже застегнув наручники моих запястья, они холодные, эти браслеты. Голове наносилась мысли в тюрьме, в детской колонии, где-то десятки Семенов не оставили меня живого места. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. А тебя никто и не обвиняет. Пока что. Личное дело. Так, уголовное, чего там? Что это такое? Не плохо видно, что. Только теперь я заметил, что папку надпись «Дело» в его руке серую из шерпавшего картона. Личное дело 131. 131. Блин, не прочитал, блин. Неторопливо продолжая меня изучать, Тихонов открывал папку. Крем глаза. Я видел бумаги фиолетового. Бумаги фотографии, как на снимках были. След на снегу, кажется, звернее. Чего? Ты с Семеном Бабуриным общался? Я знал его всего один день. Все знают, Петров его ненавидел. Ой, блин, что ты лезешь-то? Я покраснел. Ах ты, мерзкая сука. Захотел вцепиться зубами в Катину лицо и вырезать ей щеку.
Ну, я сказал, совпадав с голосом. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Да. Я его ударил. Сильно? Да нет, так. Я неопределенно махнул рукой. Тихон посмотрел на на мой кулак, будто удивился, что я способен стыкнуть Хромилу с фотографией. Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Сам ко всем лез. А это что там написано? Старлей многозадачный кивнул, вдруг вынудил из папки тетрадь. Вот, Старлей. Тетрадь. Это твое? Это... Я ответил взгляд. Это было Это было подписано моей тетрадью по математике. Взгляд одноклассника жадно вписывался в меня, даже писали на портретах, будто бы позади сошурились. Мое. В лесу нашли. В лесу? Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина. Я засмотренно заморгал. Рюкзак простошил Ромку тетради. Наверняка затерял где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчет школьной потасковки, но про драку на пушке. У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеновым разошлись по разным сторонам баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихона Ромка прикоснул указательным пальцем к губам. Приготовься, что кивнуться к носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромки, позвучал бы, как смотрели на мурчание. К чему смотрели, как мусорность? Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес вечер с собой, а нес они. Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Лег именно так далось мне. Половинчная правда. Будь осторожнее. И прежде чем я понял угрозу или положительная учительница сказала. Пожелание. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Так маньяк все-таки есть. Ой, блин, ты еще не лезь. Пока мы ничего вам сказать не можем. Когда найдут Вову? Ромка наткнулся на стуле и показал мне большой палец. Молоток. Молоток, мол, держал язык за зубами. Кивнул, нехотя ощулу малицей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раскрыл мои тетради и учебники по снегу. И же руководитель Семенов пускал потом и помимо союзников. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Ой. Вас бережет милиция.
Вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать? Лесь в рук завелся над партой. А у вас оружие с собой? А покажите пистолет. А покажите, пожалуйста. Дети забрали миссальный вопрос. Точно! Стараясь усмирить хор, он двинулся в доски. Серая папка осталась лежать перед мной. Осмотрел ей, дышала, как человек приближается 100 метровку. Под свистом стула пот. Чего? Ясно. Оглядеть кабинет. Все внимание. А ты посмотри утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. В чем учишь? Посмотри Только утром, Ромка покажи. тот, что говорил так. Яша. Лилия Павловна сражалась со светом в окне. Объявлять комендантский час причин пока нет. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Мы О, все уверены, что он найдется живым и здоровым. о, Но сразу после уроков вы должны идти домой и отчитываться перед родителями. никто не обращал у меня внимания, как я открыл папку и пальцы защипали бумаги. Ксения, 6 лет, домой, в конце декабря, особенно пример. Ага. Сердце... Девочка не спрашивали. Первая жертва маньяка, первый ребенок, оставший беспледным ночью в лесу. Перечисленные документы. Владимир Матюк, 10 лет. Вова был вторым. Его держава болталась в суку. Имя вкрылось отчаянно взрослые и повторяло угрюмое эхо. Лилия Павловна кашнула и призвала дисциплине размещения учеников. Отдала руку, папка закрыла. Поговорим о диких животных. Как известно, в наших лесах водятся волки, медведи, лисы. Людей они боятся Гулять и близко не на- подходят. Гулять на Но бывают виду животные без- бешеные. Мисан закончил лекцию и суетно зарылся. Наконец-то примерно остановил на моменте папки, молча сунул под мышку, не оглянулся, пошел к доске. И еще раз. Еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Телефон-то знаете? Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. Ну да, подумал я. Постарайтесь хорошенько в оврагах, может быть, соберется. Как Лего. В смысле, ближе злыми, какими неуправленными. Переключатель на фразу лейтенанта позади лично стих. Вдруг видел маньяка, стоял с ними плечом к плечу. Позади люди. На стенах позади была девочка-лиса. Размышляла в темноте. Чудачка из никуда растворилась в воздухе со своими загадками, стишками. Но могла ли она причинить вред Заренному Семену? Сказать мне, этому лейтенанту. Вдруг моих слов зависит детей, милую девочку Ксении Вовы. Или поднимут, снова начнут шептаться за спиной, а может, то ужасно созвут сумасшедшим. Ромка грозно поглядел на мне, ряд
такую удобное сотрудничество с милицией. Сегодня хулиганы беспокойно сновала коса Кати. Рука словно пропустила в партию. До свидания, лейтенант. Тихонов уже прощался с Лилией Павловной. Уйдет. Опаздываю. Ну ж нет. Хватит с меня позора. Чего? Хватит с меня позора. Тише воды, ниже травы, как зайчик. Цепил замком, пальцы прикусил язык. Рот на замок. Зазвонил звонок. Лилия Павловна попрощала, несмотря на мою струну, за ней вышла Полина. Ученик приходил разум, словно на пути убивал звук. Они следили, как я иду по ходу. Прокуру взгляды прицел снайперских винтовок. Я продвинулся сквозь баррикады парт, ищи Полину. Наткнулся на своих новых товарищей. Ромка, Бяша, Кару... Чего? Ромка и Бяша караулили у расписания. Я в тебе не ошибся, Тошик. Тошик? Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Семена? Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага, я так и говорю. Очкарик в дверь. Фиазырного нагонит и кокнет на. Тут нет. Базаришь. Базаришь? Однако мы тебе верим, а ты нам? Блин ты. Ромка серьезно взглянул мне в глаза, так что стало неловко и закивал. Вот ты славно. Ром понизил тон и позади оглянул в коридор. Дети поглядывали на нас, шептом переговорились. Что ж, Сёма пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Бяша, наверное, передернулся. А ты почем знаешь? Дык. Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлепают? Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели черный? Маничела! Бля, буду пацаны, это все местные Чикатило. Так. Чикатило. Советский серийный убийца-людоед с целью получить сексуальное удовлетворение убить с особой жестокостью. Не менее 43 человек, преимущество женщин и детей, были признаны вмешательством и приговорены к расстрелу. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Что же делать? Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. Так. Вольтрон — аниме-сериал про
5 подростков, пилотирующих роболевов, которые объединились в одного мега-робота для защиты вселенной от зла. В России сериал демонстрировался в 1990-х годах по телеканалу «Дважды два». Это? В Вольтроне их 5 было. На. Ну, считай, мы покалеченный Вольтрон. Он кивнул мне совсем по-взрослому, а его глаза были полными тревоги и грусти. Ладно, раз Сёмы больше нет, айда с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Меня боятся? И хотя это не укладывалось в голове, меня раздавило их в отношении и их отношения, я тут уже согласился. Я зашел с Ромко, избежал сумеречный туннель школы, где гущащееся совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали картину, будто герой какого-то криминального фильма. Словно только мы второму обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы не сразу объяснил цели компании. Затаиться в темноте спортзала, а ребята начали париться костями, глядя на выходящих из развлекательных раздевалки мальчиков. Наконец Бяша ткнул пальцем в кого из толпы. Вон этот лох! Ромка опасно заулыбался и кивнул прикуренным голосом. Стой на стреме, и если кто из училок объявится, дай знать. Гляди в 4 глаза. На. Давай, давай! Ты нам должен. Я встал в углу, переполнен самыми различными мыслями и чувствами. Ничего я не должен. Ты чё, не понял? Я позади Ромки переговорился с пятиклассником. Может, тебя на счетчик поставить, а? Ушлепок майонезный. Мальчик едва не хихикал, что-то доказать Ромке, гнул в свою личную заборчество, бронялся, а Бяша лишь издалека подкакивал. Похватил бы меня папа за это, то связал с ними. Все, вали давай. Все, ой, блин, кстати, не читаю. Товарищи вышли из закутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Ого, полароид. Он твой? Ромка безразлично тяхнул черную чудом техники, раскрадываясь вспышкой. Теперь мой. Теперь мой. О, блин. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Но, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. А мне он, честно говоря, в хер не впился. Парни было жалко, плохие мысли растворились при взгляде железной камеру. Живо представил, как понравился бы Оли Полиролит, как фотографировал как бы сестру, маму и отца. Образы неспешно проступают в твердой карточке, будто из тумана
выпадают родные лица. И Полин тоже щелкнул бы, тогда у меня была бы ее фотография. Хранилась бы в ящике под замком. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Рома смел меня взглядом и снова стал тем Ромкой, которому столкнулся ведь вчера. Коварным, насмешным вожаком хижиной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Только он сказал об игре, как почему вспомнил Алиса. Я посмотрел на Polaroid. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Бяша плюнул в кулак. Чаром! Снимем с нашего Антовки последние штаны. Эй, блин. Я тебе что, пидор с пацанов штаны снимать? Ром посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Во-во! Свети карманы, Тофик! Немедленно вывернул из середины брюк и в слабой надежде остановить бы никакой мелочи на завтрак. В кармане что за шушало. Вынудил в штанах самый вкладыш с Мерседес и получил благодаря Алисе. Видимо, машину снула туда, когда я вылетел из рюкзака всеми тетрадями. А на вкладыше играете? У Бяша кружили глазами, стоило понести картинку с машины поближе, а Ромке даже повел. Не Хочешь, повел. чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Хочешь... это, блин. Да жвачки это рубль цена, а в полароде кассета еще целая. Да это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес-Бенц, на! Его-то нам и не хватало, Ромыч! Фу, блин! Ромка спихнул под ноги и отвесил Бяше под затыльник. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Как подозрительный такой автомобиль без ценным положительным любого коллекционера жвачки Турбо. Ага, значит, появился интерес? Во что будем играть? Подкидного! Потекнуло? В ножички? Ножички? Я не заметил, как в руках Бяши появились засисания наверняка крепкого колода карт, а Ромка пред носом маска крупной бабочкой. Играть по правилам совершенно не хотелось. А давайте в камень-ножницы. О, а ты у нас любишь рисковать. Ну что, мой полароид против твоего Мерса? Мерса. По рукам. О-ху-ху. Я вот это не ожидал. Есть! Я торжествую взглянуть к полутолку кулак. Стопе. У нас принято до 3 побед играть. А раньше сказать. Ты думал, все так просто будет, да? На. Не пойму, чё ты хмуришься так? Один раз уже выиграл, преимущество на твоей стороне. Давай-ка продолжим. Раз, Ой, два, блин. 3! Не знаю. Да не знаю. Камень. Да блин.
Еще раз. Я с подозрением взглянул на оппонента. Ну, я выиграл. Или теперь мне нужно еще и Бяшу обыграть? Ромка что-то брукнул под нос. Показалось, что он отказывается выполнять условия и пошел мне куда-то подальше. Эй, Ромыч, все по чесноку, на! Что такое? О счастье, вы победили камень, ножницы, бумага. Ромка не ходко сдался. Везучий ты, сука. Держи. Только писюн свой не фоткай. Засветил ладони паралоид и понял, что усмехаюсь настоящий победитель. Ну, можно, не знаю, остановиться вроде. 7 дней меланования с того дня, как лейтенант навешал класс. На первый взгляд все осталось так же. Можно остановиться так на пих-пах. Лес по-прежнему притягает к поселку свою крючковые лапы, а ветер ночами замывает белые флаги пороши. Родители приглашают, спросили у спальни, я включал мультики, промолчал. И подскажите, Коли. Или что это? Фотографии Вовы, Семёна, чернили на доске, да и кругло лицая Саночка. Чего Синочка не вернулся домой? И что же поменялось в лицах одноклассников, читалось перемены. Они отвергали карманы под яблоко, исправлять враждебность школы больше не пугала меня. А главное, чья-то тень прыгнула по столу, оставил мне таинственную записку. Кто там бросил взгляд проймем между партами, присунул подсиного исследуя простых дела. От того записка, что скрывала из себя окутанную в изрании сложности листок. Очередные угрозы и унижения все-таки. Взял листок, осторожно взглянул, аромат. Что-то написано. Что там? Ежевика. Жду тебя. Чего? Я не понимаю, тут что-то. Ежевика. Внутри красивым почерком было вызвано «Жду тебя в тупичке». Жду тебя в тупичке. Раздевалки, приходи один. Опильным призовом я тут же сорвался с места и то дело оглянулся, но не сдавалось кто-то за мной. Задумался, я не заметил, что уже почти бегу, заковался за поворотом. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Полина! Как дикованная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Полина повернулась, возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял.
поправила очки, собственную близорукость словно представила смущать. Накнулся и поправила тетрадь. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно меня осмотрела и пощекала. Чего? Пощекала языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? Нет. На блюзовую импровизацию. Блюзовую импровизацию? Я заморгал и озадачен. Чё? Заморгал и озадачен. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня. Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. Понятно. Да, что там? А ты такой задумчивый, таинственный. Иногда немного печальный. Ты точно блюз. Блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Конечно, но не все сказано, Полина дошло до меня. Ну, я не мог оторваться от нее улыбки, легко духовный майского ветерка, от глаз голубных, глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Полина охнула, нахмурилась, от чего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Ага. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Ага. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Я напрягся, тревожился, что она подумывала, но Полина нагнулась головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Ну, это есть. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. О, Катя, блин. Мимо прошагала Катя со своими фирменными морозными взглядом. Мы не нырнули в тень, старалась его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот Теперь... из-за таких, как она. Ага. А Катька какая мелодия? Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Я хихикал, прикрыв рот. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но друг неодобрительно покосила через плечо и потом лишь хмыкнула и ушла вовсе. Блин.
Тетрадь. Полина для... Чё? Я вспомнил, что тетрадь, которую так сжимал в руке, повернул ее. Вместо названия предмета в обложке были выделения имя и фамилии хозяйки и слово только для друзей. Полина... Там было не... Любопытной Варваре кое-что Да, оторвали. оторвали нос. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Угу. Я сорвал, что да. Даже не одноклассницы с моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Развлечение, конечно, доверчивее, просто список стандартных вопросов про любимых актеров, любимого цвета. Но доверить кому-то такую тетрадку считать показателем дружбы. Иногда что больше, о чем раньше имеет смутное представление, блин. Хочешь, заполни мою. Сердце участливо свой бег. Хочу, спасибо. Полина хитро хихикнула. А хотя, там же столько секретов. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. Она потянула к тетрадке, играя со своей перебросил находку в другую руку. Полина попыталась перечесть мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица, шелковистая прядь защекотала нос. Ощущал запах ее, весь мир стал тем ароматом, душистым, манящим и живым. Запомнить его, украсть. Голова пошла кругом, собралась и сказать, подражая интонациям лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Полина прикрыла Прикрыла округливших притворством ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие? Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Полина смелость неожиданно притнулась к моей груди, вновь обдав ароматом волос и кожи, такой сливочный, почти прозрачный, тоненьком ниточкой вен под ней. И шепот был горячий, как расплавленном сковороде масла. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Пиф-паф, а где это должно быть? На урок я достал тетрадь. Анкета. С величайшим осторожностью, будто оно было крупким сокровищем. Полистав, вычитав чужую почитание. Так, изумительно удивился, обнаружил кривым почерком Ромки. Рома Пятинофан. 6 В. Шафутинский, да, встретился гулять.
гулять. Купить бумер. Это что перечеркнуто? Шварценеггер? Чего? Не верить, не верь, не бойся, не прости. А это что за номер такой? Буквы вылезали из-за рамки клеток, словно стесняли своей бесформенности. Учи не стой, Бяша. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в куклах, узнал любимый мультфильм Ромы, даже черный плащ. Учение истории. Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Не было не до его. Это что-то написано не по... это уже почерк другой. Страница с ответом Полины. Украшения, цветы, вырезанные из журнала... Cool Girl. Любимая музыка Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка, как предлагала, а куда более полезно слушать. Неужели такой банальный прогресс может быть таким увлечением? Посмотрю через головы одноклассников на Полину, сосредоточенно записывал за учителем. Вопросы. Ой, блин. Так, прочитаем. Как тебя зовут? В каком классе ты учишься? Любишь музыку? Любишь ты праздник? Твое хобби? Какая у тебя мечта? Твой герой? Чего ты боишься больше всего? Твой номер телефона? Твой любимый мультфильм? Твой лучший друг? Прочитал тетрадь до чистой страницы и кружился ручкой. Петров. 6 В. Долго вспомнил любимого музыканта, пока не умел вот. Ну-ка, сейчас. Так. Кармен. Советская, российская тех-поп группа начала середины давности была основана Богданом Тихомиром Лимачком. Запомнилась странными танцами, музыкальными темами к фильму Капитана Бронин. Так, это шо? Долго вспомнил, это моногруппа Кармен и с круглым танцем в клипах. Любимый праздник — это просто Новый год, естественно. Хобби — рисование. Мечта, пускай будто посетить Диснейленд. Мой герой. Я не раздумал начало остановился на первом слоге из двух. Тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Обмозговал и решил, что далеко, но не все стоит доверять бумаге. Паук закончился сверху. Присобачив Человек-паук почему-то бы и нет. Чего ты боишься больше всего? Написал немедленных потерь. Чего? Не на замедленных. Чего? Не замедлительно потерять дорогого мне человека. Твой номер телефона. Никакого секрета. 30395.
3095. Любимый мультфильм. Трансформеры. Лучший друг. Я замешкался, прикусил колпачок ручки. Вспомнил ли скользающую за стволом деревьев задорно смешанную в темноте. Недовольный, не увидел ее, даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала мне расстаться тому использованному монстру, чтобы бродить по лесу ночью. Вспоминания при Ромке, Бяш, девочка в маске, но они лишь странно мне посмотрели. Интересно, что чем она сейчас занимается. Лучший друг прочитается на анкетном... анкетный вопрос такой легкий, такой важный. Ответ был 2 буквы. И я актуально выписал их в клеточке. Ты. Ты, повторил я, выдерживала из школы. Ой, опять морозный бродящий воздух. Обладаю щелки румянцем. Солнцем, ходящий на вечным желтком, ярко засветило. Долго, словно серебряного снега, искрящало перелом солнечными лучами, и я зажмурился, улыбнулся, ослетел в белизне. И от чего-то волшебного звучало в груди. Поэтому дружба может быть таять нечто больше. Ты улыбишься. Блин. Точно ты, да. Сажался в улыбку и покраснел, как рак. Да так, анекдот вспомнил. Конечно. Бяша тотально в центре двора. Ботаники нетерпимо изолировали по льду. Ну, делись тогда на. Делись тогда на. Прототил палец и выдал первый пропавший анекдот, услышал утром в столовой. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Да, что там будет? Ясно, Петросян. Ясно, Петросян. Так, что это? Так, Петросян, советский, российский стендап-комик, именуемый в народе королем юмористических ремейков бородатых анекдотов. Ну, идем на. Ну, когда идем на... И не ожидал, что впоследствии в углу школы неувиденно двинулся за ним. А куда? Идем на. Куда на? Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. В каком деле? Я почувствовал холодок, за пазухой больно понравилось словно дельце. Этим словом приносит вот то через пелвок обычно скрывалось разными темными шутки. Так говорили незнакомые, звоня в старой квартире по телефону, батю позвали дальше и есть. Бяша обернулся, обжился к капюшону, он был похож на космонавта. Если бы он звуком, скорее всего, познакомился с свистером сигналом, тогда то осторожно шухере. В смысле, что мне сейчас тянуть еще в преступление ноги, представьте, затерялись. Ой. Череда образов проскрывали перед глазами, строгий Тихонов
захлопотал дверь камеры, отец гневно бьет тюремных прутьям, а мама Оля тихо плачет рядом. Рядом в дворе как никогда не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял широко, раздвинув ноги, и прямо рука была прошла за спины. Ну. Наверняка там нож, саная бабочка, смерть летящая на штучке сердца. Ромка плотно сажал суки, глядя в меня осторожно. Что происходит? Ромка будто прочернел, озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Как хватит на. Даша был противный, насмешливый. Проветривайся в другом месте. Чего? А мне и здесь нормально, да, куколка? Чего? Куколка? Это он мне? Изумительно не мог выдать меня из звука. Только ставился на весь цирк, разыгрывая моими незаменимыми товарищами. Видишь? Ты ее напугал! Видишь? А тебе какая забота, говнюк? Вали, пока целно. Привет, услышал Бяша, назвал меня Рому говнюком. Пацаны. Обращаем внимание, мой хрупкий протест. Бяша согнул, кроме нахмурился. Чудо комично. Вынуть, но не вынуть на правой руке, свободно кистью разблокировал удар. Актер индийских фильмов, которые любили мама, тут дрались убедительно. Даша засунул его, чтобы Рома остановил его. Ай, больно как! У меня сотрясение мозга! Ай-яй-яй. Дыш! Коленку Бяшу припадал. Ого. Ага, я. Чё? Смотря, не моргая, наближился Ромка. Лодж от рука привязана за спиной. Я вопрос в асфальт. Сейчас заставить его Лиза. Вот сейчас. Ромка резко вынудил из руки и щелкнул зубами от испуга. Букет подснежники, не пойми, откуда взялся такой мороз. Сколько могу лица. Это что, цветы? Позволь проводить тебя. Тебя. А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну а Тёна, бедным маньякам уже и посасать нельзя. Хреновый из тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. А она нас в 2 счета раскусит. Наконец-то ко мне вернулась дар речи. Она? Кто она? Что тут творится? Рома хмыкнул, сдался с цветами снежники. Да, маленькая репетиция, братан. Братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Бяша встал и отряхнулся. Да Ромыч только одно втюрился. Вон откуда-то цветы нарыл на. Да на все. Пасть заткни! Я так, планируем подкатить слегка. Разыграть представление, а то она неприступная, мать ее за ногу. Типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Бяша обиженно заворчал. Сам ты говно! Ну и я такой ее раз и спасаю. Ну, чё-то Бяша совсем бездарный актер. Давай-ка ты маньяком будешь. Я? Ну а чё? Как по телеку показывали.
Маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. А благодаря Катькиным сплетням все в школе думают, что именно ты бабурину кокнул. Давай, соглашайся, Тох. Все это отрыгло, никакого криминала, просто обычный театр еще ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел бешеное кривление? Тип, идешь ко мне, борзый такой, можешь разок в печень заехать? А я тебя тип херак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Ага. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй. Бяша зашквара. Потвору. Я тёлочка, красивая тёлочка, я гуляю. Ла-ла-ла. Тоха, действуй. Я бросился руками и направился к румке. Опять собрал руку, смотря свою актерскую на 5 баллов. На 5 баллов. Она моя! Да. Рискни! Рискнул, махнул в сторону трогать с костяшки, и кулаках лишь скользнули по кожаному куртке, как Ромка внезапно упал. Нешуточного тычка, конечно, поскользнул по льду. Хлопнулся, убрал руку из-под тела. Лепестки остался на снегу. Кинулся на помощь. Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? Осторожно размахнулся. Да не, ушиб вроде. Лед приложить нужно. Блин. Тебя, мудака, приложить нужно. Блин. Об стенку башкой. Ромка уже осмелил собрать цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Рома метнул головой. Вечером, как рука пройдет. Вечером, ну ладно, вечером. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Скрипка школы? Договор... Да. В голове шкнул рубинник, и все стало на свои места. Вспомнил беглые взоры Ромки по Полине. Вспомнил каракули в анкете. Почему не осудить, как следует изучать их? Меня будто молотом огрели и скочили в землю. Полина, твой главный герой спектакля, сражения с Ромкой. А мне в нем роль титанового лишнего. Росина брыкнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Один за всех. Один. И все на одного! Захлопни! Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. А теперь бывай. Вечером мы к тебе заглянем. Ага. Так, что там? В порту стояли припки с гадкой воды, из которой я запивал лекарства. И все мысли заметались только Полина. Тот спектакль, где Ромка уговорил мне роль злодея.
В общем, я сегодня книжку читала, там ребята учились в школе, прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Я бродил по Нужно дому, было будто сначала пьяный принести природные подковал сестре, материалы, толком листики не всякие разбирал, там, о чем она потом ещё говорит. шишки, и потом они все это разбирали и клеили на бумагу, и друг другу дарили открытки, делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно было класть. Уставил на меня до боли знакомых ключевых маминых взглядом. Принесла. Меня буквально вынудило из темницы. Чего темницы? Рутина, где клоушина мысли, подобно гарпиями, обрушили искусственный мозг, не давая вернуться в реальность. Усталость на сестру, сейчас она была не метеорина, копийные копии мамы. Точно какого превратилась в момент переезда сюда. Грозный позой в виде заговорной буквы «Ф». Внул дурень к плотку бровями. Ты меня не слушал, так? Ой-ой. Она брыкнула, я на мою сторону копия мимику, имитацию чуть ли не единственного человека проводилось все свое свободное время. На мгновение показалось, что свет излучения ли все годы стало слабее, опасно, стекание к ветру, затумание перемен. О, немного прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне, пугал сильным подкование ко мне ужасным из будущего. Оля, прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметился в комнате за ханом. В ловушке зверь перекосился из одного предмета на другой, сильно найти хоть нибудь, что отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Может, получится? Оля нахлынула чего находилась одинаково сколько интереса вспыхнуло ее изумрудный глаз. Следом осколок засиял снежной королевой, начал потихоньку отваливать. А как же второй джойстик? Не работает же. А как... блин. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток, хочешь? Ковбоев или уток? Ты лучше меня играешь. Лучше меня. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля проснулась со смех, ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая. Считай, уже проиграл. Ни на кого напала. Включай скорее. Так. Нет, видишь, что надо их настраивать. Мотылек подскочил к телевизору, питание, начал шарить по стенке, фотона явно пытался в кабеле приставку в антенну. Отрывки с телевизором, маячной лампой, Оля листала на канал, где хавит завитание Дэнди. Событий. Так. Так. Дэнди. Игровая приставка, распространена в республике бывшего СССР. Неофициально аппаратный клон консоли третьего поколения Famicom. Или Дэнди. Японская компания Nintendo Famicom или NES никогда неофициально не продавалась в России 90-х, поэтому китайская подделка Дэнди, которая была широко распространена по доступным ценам,
снискала большую популярность. Что дома интересного происходило? Россия Вопросом переживает. даже не думала над его значением. Одинаково забавно изменилось в лице Соня. Дорогой, ценную детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка встала с кабеля на дышание из поскочную ручонку, стала искушенно отхватывать пыль. Явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама? Она замолчала на секунду, и ее в глазах вступили слезы. У нее опять был этот страшный... Оля взглянула на меня мокрым глазенками блюдцем. Опять? Приступ. Такое раньше довольно редко, а когда приблизился этот богом забытый край, мамины преступления, пугающее участие. Участилась, блин. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута. Бе. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. И Оля поживилась с опаской в окно. Они начали громко Опять ругаться. Мама, она замерла, представляя, как сестренка такая маленькая, незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пытается спрятаться, родители просто по ее не замечали. Потом мама ударила. Ударила? Вот так. Вот так? Оля едва дернула кулачками и сдвинула, имитируя удар. Рыбу? Она была живая. Живая. Ей было больно. А мама... Мне было легко представить, что было дальше извращение рыбы с воткнутым шабрами окном, прыжным зловещим слизни на маминое лицо. Смит безжалостно близко к маме тот день, когда при нас человек сбил автобус и кровь размешала любому стеклу. И иногда бабушка отрубила голову цыпленку, мама всегда впадала в странный пугающий до дрожи приступ. Ее глаза закричали и подали зависание с тени дерева. Извещение, как та самая бывшая в агатоне рыба превратилась в вступление вылёвытая обрывки пугающих фраз. Папа, он ей помог? А Оля вздрогнула, как будто вспомнила, дразнил ее. Да, но вначале засмеялся тоже. Ой. Вдруг заплакал. От услышанного меня дернулось боль. Безумный лесом окончательно движение перебралось до нашего сильного храброго отца. Быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее крепкие объятия. Она кнулась мразких мне в грудь. Я почувствовала, как рубашка сдавалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Не знаю. Они сумасшедшие. Нет. Не походя юридическое поведение, я запнулся. Слово, искоря и все, кто мог так покрепче обнять Олю. Блин, что ты пугаешь, блин, этот вид, блин. Оля, ваша выскрылась, спрячьте за меня. Переключи скорей. Ладно. Сколько раз я за эту креативную одинаковую виде самой.
обменялся на лицо. Вид, логотип телеканала компании станции переносил Томского. Саня тряхнула жалобу в голове символов ужаса детей России 90-х. Поэтому моментально исполнила, пожалуйста, сестру. Играть. Только там 3 картриджа были. О, наконец-то на экране появился список многоигровок, идущий в комплекте вместе с приставкой. Достаточно множество наименований картриджа были просто другими на уровнях одной и той же игры. По серверу джойстик стал выпускать пиксели многообразных знакомых английских слов про утиную охоту. Подобная музыка поставляла на Олю умиротворение, она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Да вот, завел пару друзей, наверное. Ого, целых 2. Везет. Да. А ты говоришь, лисичку видела? Лисичку? Ага, ее зовут Алиса. Откуда ты их знаешь? Мне резко стало не себе про упоминание новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала. Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Спасла? Спасла. Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, затем таинственным шепотком исчащий. Какой-то побитым Семеном, как склонилась над мной на луну рогатыми великаны. Будто уже ощущение преступления Алисы, словно они следили за мной из-за кривых стволов деревьев, застывавших улыбкой на рыжащих маске. Вздохнул, прогнул наваждение. А еще она что-нибудь говорила? Не, блин, что не? Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Боже мой, сколько надо Ты было. не боишься? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Конечно, пустишь. Не то что сова. Ага. И Алиса, я ставил советовал пистолет в гнездо и второй джойстик под смешок Алисы. Чуря первая! Чуря? Ага. А, это не собака. Сейчас моя очередь. Ах ты, блин. Считай, это я тебе поддалась. Ах ты, блин. Тут. Ах ты. Поддалась, блин. Пиф-паф, блин. Ах ты, блин. Ах ты, блин. Надо. Кто на новенького, блин? Тут... Ага, видно. Понятно, тут уже вижу финал уровень. Ага, понятно. Я пиф-паф.
Блин. Да блин. Ой-ой-ой, умирает зайчик мой! Ты проиграл, Тоша! Ладно. Ничего страшного. Антон! Антон! Ладно, можно на этом остановиться. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайк, не забывайте ставить колокольчик. Вступайте в мой Discord сервер. Вступайте в мой канал в Телеграме. Подписывайтесь не отписывайтесь, смотрите видео до конца. Достигнем до 10 тысяч подписчиков, пожалуйста, не отписывайте, пожалуйста. И всем пока.